Старинное казачье село Бургень Забайкальского края было когда-то крепким колхозом, но не выдержало хозяйство шквальных ветров перемен и рухнуло. А крестьяне стали жить всяк сам по себе. Здесь в деревне улиц нету, только номера домов, да? Не, почему? Вот это Уральская. Тут действительно. Уральская, это вот так, центральная, потом там Заречная и Школьная у нас. А, есть. 4 улицы. Казачий атаман Виктор Елизарович Перфильев в колхозе работал механизатором, был и главным механиком МТС, а после массового разорения коллективных хозяйств подался в фермеры, как многие крепкие крестьяне, но надорвался, потому что власть фермерское движение не поддержала ничем и бросила его на произвол судьбы. Это чисто казачья деревня. Вот они, 36 казаков и атаман Максим Перфильев, вот сподвижник Петра Бекетова, они с Петром Бекетовым всегда же вместе ходили. Вот они сюда перевалили через Яблоневый хребет. В книге даже написано, вот, видимо, по архивам книгу писали. Максим Перфильев и 36 казаков первые из европейцев вступили на Даурскую землю. Вот перевалили через Яблоневый хребет. И вот они, видимо, наши предки это как раз из 36 казаков Перфильевых. А почему Перфильевы? Потому что раньше, как ты с каким атаманом пришел, ты, значит, то и есть. Чей ты пришел? Ага. Да я Максима Перфильева. А другой, ты чей? Я Петра Бекетова. Он сейчас, Федя, уже едет, да? Едет. А где едет? Едет уже, сейчас звонит. Допустим, я веду чисто казачий образ жизни. Шапку ни перед кем не ломаю. Все, как говорится, деньги стараюсь зарабатывать, чтобы хватало. Шевелимся, работаем всей семьей. Если я говорю за себя казак, я веду казачье хозяйство, у меня вот оно на лицо видно. Я какую-то каплю продукции произвожу, как раньше казаки производили, для России, для народа российского произвожу. Какую-то часть продукции, хотя бы каплю в море добавляю, для благосостояния той же России. Второй год я уже занимаюсь туризмом. Это на лошадях туристов в походы вожу. Однодневные, двухдневные походы. Цель моя – это приобщить людей к природе, чтобы любили, чтобы берегли природу, чтобы боролись сообща за сохранение природы, за сохранение лесов, за сохранение животного мира. Вот хожу я на Сарнакан, где еще не тронутые места, такие дикие. Там россыпи, там трактор туда не зайдет. Туристы, с которыми я хожу на Сарнакан, вообще без ума от дикой природы. Казак-то он в душе, он и с произволом не мирится, с произволом и властей с произволом, и с произволом, там, допустим, общества какого-то не мирится. И он ведет
на крайние рубежи России идет. Почему и Россию такую сделали? Они постепенно, эти люди, откачевывали, чтобы их чиновники не доставали со своим. А их постепенно доставали в одном месте, они подальше откачуют, их там достанут. Вот Россия-то у нас поэтому такая большая. Одни убегали, а других догоняли и на шею к ним лезли. И вот я сейчас считаю, казак это должен быть прежде всего патриотом. Если он казак, он себя считает казаком, лично я за себя говорю, значит, он должен считать себя не вором, там каким-то, там не наглецом, а именно патриотом России.